Христос воскрес! День добрый, соратники и сподвижники! Сразу скажу, что в отличие от первой части выпуска, насыщенной разного рода аналитикой, вторую часть я решил выстроить преимущественно на иллюстративном материале. И вместо традиционного разжевывания ограничусь лишь точечными акцентами и краткими комментариями. Надеюсь, что мои зрители уже достаточно подготовлены, чтобы самим делать правильные обобщающие выводы из представленных мною фактов. Забегая наперед, скажу еще, что эту часть выпуска я решил разбить на два блока – условно-украинский и условно-российский. Почему условно? Потому что они неразрывно связаны одной кровью, одной войной и одной бедой, которую принес на земли Святой Руси глубинный народ, напитавший ее своим гноем. Вашему вниманию будут представлены не только иллюстрации дня сегодняшнего, но и ретроспективные материалы, нашедшие свое отражение в нашем настоящем. И не только нашем. Итак, начнем. 12 июня этого года исполнилось ровно 30 лет со дня смерти 7-го любавического ребе Менахема Мендела Шнейрсона. О том, как Украина отметила это событие, с восторгом сообщала израильская пресса. Вот лишь одна из многочисленных публикаций на эту тему. Израильский новостной сайт «Седьмой канал». В Украине выпущена марка в честь любавического ребе. К 30-летию со дня смерти последнего, 7-го любавического ребе Менахема Мендела Шнейрсона, Почта Украины выпустила специальную марку в честь ребе, родившегося в Украине, и как дань уважения движению Хаббат и его деятельности в Украине. За последние 2 года основная часть новых марок в Украине посвящена войне и военной тематике. Марка в честь любавического ребе особенно необычна на фоне новых марок страны, погруженной в длительную войну. По согласованию с раввинами Хаббата на марке изображено знаменитое здание 770 в районе Краун-Хайтс в Бруклине, Нью-Йорк. На марке вместо окон здания изображены книги ребе Хаббата, написанные на протяжении веков. Раввин Киева и эмиссар Хаббата в столице Украины, раввин Йонатан Маркович, который инициировал выпуск марки и работал над ее изготовлением, поблагодарил сотрудников украинской почты и сказал: «Я слышу от многих украинских граждан, в том числе, которые не являются евреями, как они говорят, что они очень уважают любавического ребе, который достиг положения международного влияния. Они видят в нем еврейско-украинский образец для подражания. Нет более подходящего дня, чем 3 Тамуза, чтобы почтить память ребе, выразить нашу признательность за деятельность эмиссаров Хаббата во всем мире и, в частности, за деятельность эмиссаров Хаббата в Украине». В продолжении темы успешной деятельности эмиссаров Хаббата в Украине показательный пример еврейско-украинского подражания, продемонстрированный народной артисткой Украины Натальей Могилевской. Вашему вниманию фрагмент ее праздничного концерта в Харькове, приуроченного ко Дню флага Украины и Дню освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Итак, Харьков, 23 августа этого года.
на следующий день, 24 августа, Украина праздновала 33-ю годовщину незалежности. Продемонстрирую несколько иллюстраций с торжественного мероприятия на Софиевской площади Киева, в центре которой возвышается памятник Богдану Хмельницкому. На торжествах, как и полагается, присутствовали иностранные гости. В частности, президент Польши и премьер-министр или министерша Литвы. А вот кто отсутствовал, так это памятник Богдану Хмельницкому, который скрыли от глаз специальным заграждением. Нет, его не закрыли мешками с песком, чтобы уберечь от возможных прилетов, как, например, памятник Шевченко в Харькове. Хмельницкого просто обнесли щитами, чтобы образ ненавистного евреям гетмана не мозолил глаза жидовским властям Украины. Празднество продолжилось экуменическим сходняком в святых тысячелетних стенах Софийского собора. Запевалой на этом сборище стал так называемый митрополит Епифаний, представляющий ЖПЦУ, то есть жидовствующую псевдоправославную церковь Украины, которая, напомню, является одним из самых успешных и самых гнойных проектов Хабада в Украине. Приветствую, на канале Денис у микрофона. Я думаю, вы видели поздравления президента Украины Владимира Зеленского с Днем Независимости. И, наверное, слышали этот фрагмент. Це економічна, це енергетична незалежність, це духовна незалежність українського народу. І українське православ'я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів. До визволення від московських чортів. Могу себе представить, как обрадовался спичрайтер, что нашел такой удачный речевой оборот, наверное, не совсем понимая, о чем он говорит и с какой духовной сферой он связывается. И вообще достаточно интересно наблюдать, как Зеленский перехватил эстафету религиозной повестки у Порошенко. Кстати, вы знаете, что в Киеве быстренько поснимали плакаты Порошенко с его армавиром, потому что вера теперь не только у Порошенко, теперь это один из козырей Зеленского. И более того, именно в День независимости, вероятно, не просто так, а так, чтобы подчеркнуть символизм, он подписывает тот самый законопроект 8371, направленный на запрет Украинской Православной Церкви. Понятно, там очень такие витиеватые формулировки и рассказывают, ну мол, если ж вы не московские, чего вам бояться? Хотя четко дают понять, что закон писался под конкретную религиозную организацию и запретить должен конкретную религиозную организацию, а не ряд организаций, подпадающих под какие-то признаки. Потому что все остальное никого не интересует. На День независимости в Софии Киевской по старой доброй традиции проходила совместная молитва, такой молебен об Украине. Обычно в нем участвовали представители ряда религиозных организаций, каких-то крупных конфессий страны. В этот раз мы не видим представителей Украинской Православной Церкви, наверное, по понятным причинам. Не видим там ни блаженнейшего митрополита Ануфрия, ни кого-то другого. Похоже, их просто-напросто вычеркнули из государственной жизни. Хотя, с другой стороны, я вот смотрю на это видео, которое должно вроде бы восхвалять, показывать величие и то, что там происходило. Но это все-таки выглядит достаточно странно, даже с религиозной точки зрения. Смотрите сами. Премудрості прабатьками нашими, святими князями, Володимиром Великим, Ярославом Мудрим, збудованої, звертаємось до Тебе, поглянь милостивим оком на нас, помий люди Твої, і просимо за молитвами пречистої Твоєї Матері та заступництвом всіх святих землі української, усім нам подай духа мудрості та благочестя, духа любові до Матері нашої єдиної неподільної України та один до одного. Всесильний Господи, почуй наші молитви, в час важких випробувань, споглянь на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших. Навчи нас, що істинна свобода – це є здатність чинити добро. Нехай покірні почують і радіють. Даруй же нам перемогу
над ворогом нашим. Не показали, безусловно, всех, кто, наверное, говорил какие-то слова, и люди представляют не просто отдельные ветки христианства, люди представляют вообще разные религии. И, судя по всему, молятся разным богам, но все это в одной молитве. И меня удивляет, почему там нет представителей каких-то индийских течений, почему нет буддистов, почему нет кришнаитов. Но они же достаточно многочисленны, у них есть свои храмы, они исполняют свои какие-то обряды, они яркие, интересные, с песнями, а иногда и с плясками. Почему не приглашают их? Ведь, согласитесь, смотрелось бы вообще великолепно. С точки зрения телевидения, с точки зрения пиара, красивая картинка. Но, похоже, цель тут совершенно другая. И опять же возвращаемся к тому же Совету церквей и религиозных организаций, которые поддержали принятие этого закона. Высказали, так сказать, общий одобрямс для того, чтобы запретить Украинскую православную церковь. Это происходит в стране, которая заявляет о правах человека, о демократии, о прочем, хотя на деле все обстоит совершенно иначе. Мне, кстати, тут пишут иногда любители поиграть словами, которые, похоже, к сожалению, имеют определенный недостаток образования. Мол, как ты можешь, как ты вообще здесь можешь употреблять такие слова, как демократия, это связано с демонами? Нет, не связано и никогда не было связано. Греческое слово «демос» — народ, власть народа. Но мы же понимаем с вами, что, к сожалению, у нас власть небольшой группки, которая начинает диктовать свои условия, свои правила игры. А если вы не вписываетесь, то вы знаете, что от этого бывает. И мы видим с вами, что происходит с Украинской православной церковью. А теперь два слова об упомянутой автором видео небольшой группке, захватившей власть в Украине. На так называемом молебне за Украину она была представлена не только президентом Украины, но и главным раввином по нехаббатской версии Яковом Блайхом, о котором мы говорили в первой части этого выпуска. Впервые на широкой публике Блайх появился в меховой шапке, которая называется штраймл. Этот головной убор подчеркивает приверженность к хасидизму. И пусть вас не смущает отсутствие на молебне черных шляп. Как я уже говорил, все гнойные ручейки уже давно слились в единый поток, направляемый Хаббатом, который предпочитает оставаться за кадром. Что же касается приведенного в видео обращения Зеленского, в котором в частности говорится об экономической, энергетической и духовной независимости Украины, то более циничной лжи трудно себе представить. Собственно, это относится ко всем заявлениям президента, начиная с его так называемых поисков мира и заканчивая мизерными потерями ВСУ. По степени лживости и наглости их можно сопоставить разве что с заявлениями другого президента. Израиль опроверг причастность к подрыву пейджеров в Ливане. Президент страны Ицхак Герцог отметил, что в настоящее время Израиль не заинтересован в войне с Ливаном. В Израиле отрицают причастность к массовым взрывам пейджеров у членов Хезболлы. Президент Израиля Ицхак Герцог отметил, что у ливанской группировки немало врагов. Об этом глава государства сообщил в интервью Sky News. Лучшим комментарием к публичным заявлениям двух президентов станет цитата из Евангелия от Иоанна, глава 8, стих 44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». А теперь напомню, что еще связывает президентов Украины и Израиля. Небольшой отрывок из моего выпуска под названием «Миру мир, сказала жопа и уселась на ежа». Часть первая. В преддверии Песаха случилось еще одно знаковое событие, объединившее Израиль и Израиль 2.0. Читаем «Украинскую правду». Украина и Израиль написали свиток Торы солидарности. Президент Украины Владимир Зеленский написал первую букву, а президент Израиля Ицхак Герцог последнюю в свитке Торы солидарности,
который должен символизировать мир и единство между двумя странами. Детали. Сообщается, что написание свитка Торы началось вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. Инициатором выступил главный раввин Киева Ионатан Маркович, который работает над укреплением солидарности между Израилем и Украиной. Свиток Торы солидарности посвящен еврейской общине в Украине, жителям Израиля и долгожданному миру в обеих странах. Свиток будет размещен в ближайшие месяцы в Большой синагоге в Киеве Объединенного еврейского центра Бейт-Менахем. А вот как это событие освещалось израильской прессой, в частности агентством Курсор-Инфо. Инициативу написания свитка Торы взял на себя раввин Ионатан Маркович, главный раввин Киева, который неустанно работает над укреплением солидарности между Израилем и Украиной. Написание свитка Торы началось вскоре после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский написал первую букву в своем кабинете в президентском бункере в Киеве. Вот нам как раз демонстрируют первую букву. Вы видите, стрелочка красная и подпись Зеленский. Президенту Израиля Ицхаку Герцогу оказали честь написать последнюю букву в свитке Торы. Это произошло в ходе эмоциональной церемонии, состоявшейся в резиденции президента в Иерусалиме. На эмоциональной церемонии президент Ицхак Герцог заявил: на протяжении тысячелетий изгнания, где бы они ни находились в мире, еврейский народ объединился вокруг свитка Торы. Даже сегодня мы переживаем особенно трудный период, когда еврейский народ и западный мир защищается от врагов, которые противостоят ценностям истины и желанию жить в мире и спокойствии. Поэтому интеграция сил между евреями Израиля и еврейской общиной Украины представляет собой мощный мультипликатор силы для выживания. Нет ничего более трогательного, чем быть частью написания свитка Торы, который символизирует это особое единство, особенно сейчас. Раввин Ионатан Маркович, раввин Киева, также сделал заявление по этому поводу. Для нас большая честь, что оба выдающихся президента, представляющие всех граждан своих стран, сочли целесообразным принять участие и написать в свитке Торы букву, которая символизирует единство. Когда мы начали писать свиток Торы, мы не думали, что дойдем до ситуации, когда наши братья, народ Израиля на Святой Земле, также окажутся под угрозой жестокой войны. Общим знаменателем между евреями Израиля и Украины является история еврейского героизма и стойкости. Еврейская община Украины высоко ценит помощь, которую она получила от евреев всего мира и из Израиля сразу после начала войны. А связь между судьбами евреев в Израиле и в Украине укрепляет всех и подчеркивает еврейскую гордость. Думаю, что данная информация не нуждается в дополнительных комментариях. Имеющие уши да услышат. Выделю лишь один момент. Как подчеркнул раввин Маркович, президенты, написавшие первую и последнюю букву Торы солидарности, представляют всех граждан своих стран. А значит, и буквы Торы они выводили от имени всех своих граждан. Скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные.
После связанных одной Торой президентов я решил предоставить слово премьер-министру. Вернее, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, который поделился своим мнением о прошлом и настоящем на канале «Точка сборки». Посмотрите небольшую нарезку из программы, вышедшей 28 сентября этого года под названием «В окружении врагов или чудеса земли обетованной». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, вы на канале «Точка сборки». Я Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И, как всегда, с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович. Добрый день. Сегодня говорим о Ближнем Востоке. Регион с древнейшей историей уже много десятилетий является очагом нестабильности, которая сегодня, как мы все можем наблюдать, переросла в открытое кровавое противостояние. Исход текущей ситуации не берутся предугадать даже самые опытные аналитики. Но давайте попробуем взглянуть на нее в исторической ретроспективе, чтобы понять, как сложились эти обстоятельства. Итак, Николай Янович, расскажите, пожалуйста, какое видение у вас сложилось об Израиле, какой, по-вашему, будет его судьба? Действительно, так сказать, земля обетованная, как ей говорят, об этом говорится, да, и богоизбранный народ, и я ехал туда с первый раз с поездкой, с таким волнением, трепетом. Я давно хотел посетить святыни, вот, но потом я был там с официальным визитом, и хочу сказать, что действительно древняя страна и с очень трудной историей. Вот когда мы сейчас думаем, почему вот так вот, такая нестабильность, постоянные конфликты и так далее, то замечу, что судьба этого народа и этой богоизбранной земли достаточно сложная. Значит, она насчитывает больше 3 тысячелетий, и все время это, так сказать, в общем-то, небольшое государство, небольшой народ подвергались преследованиям, значит, они входили в состав каких-то империй больших, и самостоятельность обрели только в 1948 году, замечу. И к созданию самостоятельного государства Израиль имели, конечно, большое отношение, прежде всего, Советский Союз, американцы, вот, и это был английский протекторат к тому времени, и, соответственно, Великобритания. И вот с 1948 года начинается история непрерывных конфликтов с соседями. Замечу, что так вот уже сложилось, что тем не менее страна, в общем-то, развивалась. И вот меня, как экономиста, как руководителя, больше всего интересовало, как же в таких сложных условиях страна развивается, благодаря чему, какие ресурсы она использует. Поэтому я постараюсь именно вот на этой своей части остановиться в большей степени, не вдаваясь там в различные детали, не вдаваясь в различные аспекты политики. Скажу прямо и больше не буду к этому возвращаться, что Израиль в своей внешней политике нарушал и нарушает все абсолютно международные нормы, которые только могут быть. Вот. И я совершенно не собираюсь быть его адвокатом, и совершенно не собираюсь объяснять, почему он так делает. Вот. То, что он делает, вообще не подлежит никакому, так сказать, разумному объяснению. Но, тем не менее, это все происходит. Ни одна резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций не выполнена, несмотря на то, что она принималась единогласно постоянными членами Совета Безопасности, то есть и Советским Союзом, впоследствии Россией, и Китаем, и Соединенными Штатами Америки, Великобританией, и Францией. Но, тем не менее, значит, ни одна резолюция не выполнена. И никто, собственно, и не собирался их выполнять. И вот это поставило под вопрос вообще существование каких-либо норм, к которым очень часто отсылаются. Как я уже упомянул, в 1948 году был основана эта страна, основано это государство. И вот с тех пор начался период развития. Но связан был прежде всего, конечно, с притоком туда евреев, так сказать, со всех уголков мира. Все те, кто посчитал необходимым, так сказать, приехать на свою историческую родину, они начали приезжать.
Большую помощь вот в основе своей, в самом начале функционирования страны, которая вообще на голом месте возникла. Там же практически ничего не было. Как я уже сказал, протекторат, колониальное, так сказать, положение, никакой ни промышленности, никакой ни науки, ничего практически. Большое значение имело, конечно, выделение помощи очень серьезной финансовой. Это фонд Ротшильда, например. Замечу, кстати, что самые крупные финансисты мира все не евреи по национальности, и все они насчитывают там многие десятки лет работы в этой сфере. И вот они посчитали необходимым такой фонд создать, он был создан. Второй значительный источник – это репарации Западной Германии. Как известно, Израиль относится к числу тех, народ Израиля относится к числу тех народов, которые пострадали очень сильно от Второй мировой войны и прежде всего от политики Гитлера, нацистов. Эта политика ликвидации или окончательного решения еврейского вопроса, который выдвинули нацисты, получила название «Холокост». И мне пришлось, будучи с официальным визитом, побывать в музее Яд Вашем в пригороде Тель-Авива и посмотреть, так сказать, великолепно документированный музей с свидетельскими показаниями, с документами, переведенными на многие языки мира. И директор музея, и экскурсоводы, просто люди-энтузиасты, которые очень серьезно владеют этим вопросом, и рассказали мне прежде всего об участии бандеровцев, украинских националистов, которые занимались вот как раз в Украине ликвидацией, евреев, практически участвовали в различных таких акциях по выявлению еврейского населения, их ликвидации. Везде, не только в Киеве, как известно, в Бабьем Яру, но и во всех абсолютно, так сказать, городах, районах и так далее, и так далее. То есть это была политика. Немцы командовали, а исполнителями были вот эти вот бандеровские полицаи, бандеровские, так сказать, подразделения. И вот директор, я прекрасно помню, что как раз я поехал с официальным визитом уже после того, как Ющенко подписал указ о присвоении Героя Украины Бандере. И вот мне директор задавал этот вопрос. Хотя я к этому указу никакого отношения не имел. Более того, мы, так сказать, наша власть предприняла все меры, чтобы суд отменил этот указ, он был отменен. Но вот директор задавал мне простой вопрос, невзирая на этот дипломатический этикет и так далее. Как же вот так получилось, что нацистский преступник, виновный в гибели сотен тысяч евреев, не только евреев, а мирного населения, получил звание, вот такое высочайшее звание Героя Украины. Я не буду утомлять вас цифрами, скажу только несколько моментов, которые, в общем-то, очень здорово характеризуют сегодняшнюю экономику. Во-первых, сейчас Израиль является очень высокоразвитой научно-технологической страной. И я в процессе своего визита и в процессе взаимодействия с украинским руководителем всегда интересовал, за счет чего и как все это достигалось. Например, вроде бы страна с населением 10 миллионов, примерно 10 миллионов, там меньше чуть 10 миллионов человек, территория всего-то навсего 22 тысячи квадратных километров, это в 30 раз меньше, чем Украина. Не располагающая, до определенного времени никакими абсолютно ресурсами. В начале 2000-х годов они открыли месторождение газа на шельфе у себя. Во всяком случае, стали добывать газ в достаточных объемах. А до этого вот эта пустыня в основном, абсолютно засушливая. Как она сумела за эти годы полностью обеспечить себя, например, продуктами питания. За это время она, я уже как сказал, превратилась в высокоразвитую технологическую державу, характеризуется очень высоким уровнем развития фармацевтики, например, электроники, является международным центром электроники, производит большое количество номенклатуры больших электронных изделий. Она занималась очень серьезно инфраструктурой, развитием науки. Замечу, что финансирование, скажем, здравоохранения, очень большая поддержка государства. Финансирование науки вообще это 6% от ВВП. 6%.
Вот оглянитесь вокруг и посмотрите, найдете ли вы еще какую-то страну, в которой бы вот такое соотношение, я не буду наши цифры называть, потому что они далеки от этих, но вот такое внимание государства к развитию науки и такой серьезный толчок развития именно научно-технологического сектора. Замечу также, что распад Советского Союза, кстати сказать, еще Горбачев в свое время, в каком-то 85-м или 86-м году, подписал распоряжение о свободном выезде евреев в Израиль, привело к тому, что из Советского Союза выехал, это данные, на мой взгляд, только по России, они дают 700 тысяч человек из России, из Советского Союза выехал евреев. Да только с одной Украины более 700 тысяч. Только с одной Украины. Так что, скорее всего, это цифры, где-то там более миллиона, значительно больше, чем миллион. А кто выезжал? А выезжали ученые, профессора, доктора наук, медики, инженеры. Вот я жил тогда в Донецке, когда на то время пришелся, это конец 80-х годов, начало 90-х годов. И руководил институтом. Так вот, из того института, которым я руководил, уехали доктора наук, кандидаты наук и знакомые мне руководители шахтостроительных объединений, многие, так сказать, инженеры с производств и так далее. То есть уехала, по сути дела, вот та высококвалифицированная часть персонала, на которой зиждется и, так сказать, научно-технологическое развитие, промышленность страны. И вот так, поэтому Горбачеву задать простой вопрос. А сколько стоит подготовка? Сколько Советский Союз затратил ресурсов на подготовку, например, одного хорошего математика, физика и так далее, и так далее. И это станет цифра примерно равная 100 тысяч долларов. Примерно. А теперь помножьте на, как он там пишет, цифру 700 тысяч или на миллион, получите баснословную цифру потерь, которые понес Советский Союз в результате эмиграции вот такого высококвалифицированного персонала в Израиль. А для Израиля это приток 15, как они сами, так сказать, мне рассказывали, говорили об этом, это на 15% увеличило персонал, трудовой персонал Израиля. На 15%. Вот можете представить. Так что этот фактор, а сколько лет потерял Советский Союз на подготовку этих специалистов, а Израиль получил готовыми. Все это в прошлом, но во всяком случае это очень серьезная основа для того, чтобы эта страна получила хорошее, так сказать, развитие. Конечно, серьезную помощь оказывает ежегодная дотация Соединенных Штатов Америки Израилю. Он составляет где-то порядка 4 миллиардов долларов. Правда, она идет в основном на развитие военно-промышленного комплекса, но тем не менее, это большие деньги. Мы с Нетаньяху встречались несколько раз, и когда он был в оппозиции, и я находился в оппозиции, он приезжал в Киев, и мы находили время на встречи, поэтому у меня есть какой-то определенный опыт с ним общения. Так вот, возвращаясь к разговору с ним на переговорах, он всегда начинал разговоры, и независимо от тематики, и заканчивал тем, что Израиль находится в враждебном окружении, ему угрожают. Прежде всего, он, конечно, говорил об иранской угрозе постоянно, что Иран готов, так сказать, стереть с лица земли Израиль, и он, собственно говоря, не скрывал этого тогда, и вы должны нас поддерживать. У меня была своя точка зрения на этот счет. Я считал, что Израиль, в общем, достаточно хорошо вооружен, и не просто считал, я имел информацию. И по этой информации у Израиля находилось порядка, он, во-первых, создал всю триаду ядерную, он это не признал, он это отрицает, но, во всяком случае, специалисты, которые занимаются этими делами, они знают, что там порядка 80 ядерных боеголовок, и это, в общем-то, очень серьезная, внушительная мощь, и никто там на этот Израиль, естественно, нападать не собирается. А если какие-то там идут, сейчас столкновения, то это столкновение явно неравных сторон, неравных сил, где Израиль обладает многократным преимуществом в вооружениях, более высокотехнологичными вооружениями, более хорошо обученными, дисциплинированными войсками. И он
я говорю еще раз, не считается ни с какими нормами международного права, только вдуматься. Вот последние его действия по поводу там, значит, зарядки пейджеров, различных радиоэлектронных устройств взрывчатыми веществами, в результате которых пострадали, погибли и получили ранения тысячи человек, но для меня представляется абсолютно невозможным. Это, так сказать, я даже не представляю себе, кто мог вот такую операцию додуматься до нее, провести и, так сказать, после этого ходить домой, улыбаться детям, рассказывать что-то такое. Ну, я не представляю, это не только международное право нарушает, это нормы морали нарушает. Конечно, то, что Израиль вот за все это время, так сказать, захватил, оккупировал голландские высоты, и не только голландские высоты, то есть незаконно присоединил к себе территорию, например, той же Сирии, вот, это создает, в общем-то, очень серьезное напряжение в плане урегулирования всех конфликтов. Кстати сказать, захватив голландские высоты, он, в общем-то, захватил и реку, которая разделяла их и была объектом совместного использования. Вот. То есть, вот, и никакого желания, скажем, у израильских руководителей, в общем-то, урегулировать этот вопрос. А урегулировать можно только тогда, когда будет установлен мир, когда будут приняты к исполнению вот эта известная резолюция Совета Безопасности о двух государствах. И, разумеется, станет вопрос о, скажем, вот этих оккупированных территориях. Более того, вот та обработка населения, которая проводится, так сказать, этими партиями, такими ультрарадикальными, да там что-то есть ультраортодоксальные партии. Это те партии, которые, ну, крайне религиозны. По религиозному принципу, да. Да, которые, так сказать, построены по религиозному принципу. Они, кстати сказать, все больше и больше. Вот я там, скажем, с 2000 года, условно скажем, наблюдаю. В 2000 году их не так много было. Сейчас они уже хорошо представлены в парламенте страны и, так сказать, находят все больше и больше последователей. Ну, вот это вот все, конечно, так сказать, как-то настораживает и не дает возможности думать о том, что вот все проблемы решены в этой стране, а ей только, так сказать, надо развиваться. Поэтому, Максим, вот у меня такое двоякое отношение к Израилю. С одной стороны, я вижу, что это талантливый, способный народ, который, в общем-то, достижения которого должны быть, они, ну, достижения их, так сказать, просто несколько фамилий назову, скажем, Эйнштейн, да, но вклад огромный в мировую науку, да, но можно называть там другие фамилии и так далее. То есть, казалось бы, исключительно талантливый народ, прошедший через такие тяжелейшие испытания в своей там несколько тысячелетней истории, да, и вместе с тем вот он является источником напряжения, источником конфликтов, источником трагедий для соседей его. Вот это у меня в голове откровенно не укладывается. Почему в самом народе-то нет такого движения, скажем, к миру, к спокойной жизни, чтобы пойти на какие-то компромиссы, найти эти компромиссы и установить такое у себя правительство, которое будет в мире с соседями своими жить. Вот наблюдаю, ведь это с 1948 года по сегодняшний, это 70 лет практически сплошных конфликтов. Хочу заострить ваше внимание на некоторых моментах выступления Николая Азарова. Первое. О возмущении директора музея Холокоста Яд Вашем по поводу героизации в Украине Бандеры и бандеровцев. Как мы уже знаем, это не помешало созданию пресловутой жидо-бандеровской связки, в которой бандеровцам отведена роль цепных псов, жидовских хозяев. Напомню, что этот антирусский и одновременно антиукраинский проект был разработан и успешно реализован глубинным хабатским подпольем. А его кровавые результаты в полной мере ощутили на себе и Россия, и Украина. Второе. Об откачивании из СССР высококвалифицированного человеческого ресурса, обеспечившего укрепление и экономический рост Израиля. Я уже много раз рассказывал, кто стоял за разработкой и осуществлением этой, по сути, антисоветской глубинной программы.
И все-таки считаю не лишним напомнить вашему вниманию небольшой фрагмент из материала 2015 года о визите в Кишинев хорошо известного вам персонажа, которого молдавской публике представлял бывший полковник КГБ. Господин генерал, пожалуйста. Мне выпала честь представить вам уникального человека, человека-легенду, видного государственного деятеля, искусного дипломата, очень смелого дипломата и счастливого руководителя, уникальный, самый успешный, поверьте, нашего конкретного личного противника, специальной службы последнего времени. Хочу предоставить вам результаты доложить, которые достигла Лишкат Хадеша, Бюро связи с евреями Восточной Европы, Советского Союза сначала было, НАТИВ, который достигла эта служба. Это чтобы не сделать комплимент, чтобы не было лести в отношении нашего боевого генерала. Благодаря его усилиям, и в принципе он вполне заслуживает звания трижды Героя Израиля. Во-первых, Герой Израиля, потому что благодаря усилиям, нестандартным, смелым вторжением, поверьте, мы иногда смотрели не с ужасом, а с восхищением, с восторгом. Хотя это было направлено, понимаете, в другую сторону. Благодаря их усилиям Израиль достиг невиданных, причем несколько раз, мы можем даже в цифрах, но это государственная тайна Израиля, оборонный потенциал Израиля поднялся до невиданной величины благодаря личному участию и руководству этого нашего боевого противника. Второе, дважды Герой Израиля, потому что благодаря усилиям этой спецслужбы на протяжении 15 лет Израиль достиг невиданных до тех пор научно-технического потенциала, интеллектуального потенциала, экономического потенциала. И третий раз, трижды Герой Израиля за то, что усилиями этой спецслужбы никто в мире этого не достиг. Была достигнута консолидация, демографическая консолидация Израиля, что заставило некоторых неудачных соседей, смотрящих на Израиль через забор иными мыслями, исключить из палестинской хартии 5-й пункт, который обязывал каждого из мусульманина предпринять исчерпывающие меры вплоть до самопожертвования для уничтожения всех евреев и для того, чтобы стереть государство Израиль с политической карты мира. Честь им и хвала. Мы, как и бывшие противники, сейчас мы никогда врагами не были. Мы были противниками. Поэтому рождены вам представить видного государственного деятеля, искусственного дипломата и счастливого руководителя самой успешной израильской спецслужбы, что даже противники всех стран им завидуют. По-доброму. Все эпитеты, которые вы слышали, ко мне не имеют никакого отношения. В отношении того, что было сказано, у меня только два замечания, две вещи хочу сказать. Служба, в которой я служил, и которую имел честь возглавлять, на ее совести около 2 миллионов евреев, которые приехали в Израиль. Второе, как-то в одной беседе с покойным Ицхаком Рабином, он мне сказал, что решение арабов, в том числе Арафата, пойти с нами на переговоры и заключить соглашение, последнее, что их заставило, это выезд в таких количествах евреев России, Советского Союза. Они сами сказали, когда мы это увидели, мы пришли к выводу, что все, наша борьба против Израиля бесполезна. И третий важный момент в выступлении Николая Азарова. Как экономиста, его прежде всего интересовал вопрос, каким образом Израиль, имея практически нулевые стартовые условия, превратился в мощное, высокоразвитое и, главное, богатое государство. На этот вопрос Азаров нашел частичный ответ: помощь богатейших евреев мира, репарации от Германии, миллиардные вливания США. То есть в основе процветания Израиля лежит успешное решение финансовых проблем, которые являются камнем преткновения для развития науки, инфраструктуры, социальной сферы, военной мощи и так далее. Проще говоря, без достаточного количества денег
Никакие сверхталантливые мозги не гарантируют успех в развитии государства. Но главное, что упустил Николай Янович, это особый, глубинный подход к окончательному решению еврейского финансового вопроса. Зато этот подход со свойственной ему прямотой озвучил раввин Даниэль Булочник. Ребята, в чем больше всего обвиняют нас антисемиты? Все деньги на свете у евреев. Вы знаете, это так. Это так, это по Торе. Среди нас есть много бедных и несчастных, и нуждающихся, но все деньги на свете, и вопрос надо ставить не так, как они ставят. Почему все деньги на свете у евреев? Вопрос надо ставить, как может быть, что даже у гоев бывает есть деньги. Вот так надо ставить вопрос, потому что это уже не по Торе. Все деньги наши, сейчас вы увидите. Из всех стран приходили в Египет покупать у Иосифа, ибо усилился голод на всей земле. И собрал Иосиф все серебро, какое нашлось в стране египетской, это супердержава, современная Америка, и в стране Кнаан. А Талмуд добавляет в трактате Псахим на листе 119 все серебро и золото, что были в мире. Кто собрал Иосиф? Уже было, что все золото на свете было наше. Так и должно быть дальше. Все должно быть наше. Потому что только мы даем жизнь всему мирозданию. Теперь, что произошло? Хлеб был только у Иосифа. 7 лет благоденствия, изобилия. Все растет, все прекрасно. Все знают, что после 7 лет изобилия наступят 7 лет Бога. У всех есть зернохранилище, все складывают свое зерно туда. И Иосиф, у него свои хранилища. По окончанию 7-го года, когда кончается 7-й год, Рош ха-Шана, правильно? Первый день Тишре, это уже Новый год, 8-й год начался. В этот день все зерно, что было не у Иосифа, сгнило. Мидраш говорит, если человек испек хлеб, у него на столе лежит буханка. Бам, начинает из нее выползать черви, она вся гниет прямо на глазах. Все сгнило. Теперь кормильцем всего мира является Иосиф. Значит, все деньги пришли сюда. Что было? Сначала египтяне, когда сгнил весь хлеб, пришли к фараону, говорит, батюшка фараон, корми. Он говорит, не, идите к Иосифу. Он командует всем. Иосиф, буду вам продавать. Через некоторое время кончились деньги. Старые деньги уходят быстро. Окей. Пришли, денег нет. Что теперь? Ну, теперь нечем вам платить. Нет. Ну, хорошо, платите вашими животными. И все животные, что были в Египте, стали Иосифом. Все мулы, все верблюды, все коровы, все кони, все на свете стало Иосифом. Кончились животные, а мы голодные. Земли. Все земли египтян были скуплены Иосифом за хлеб. И это не только египтян. Единственный человек, у которого был хлеб, было зерно на земле, был Иосиф. И все ему приносили свои деньги. И все деньги мира были у Иосифа. Прецедент. Я опять задаю вопрос. Как может быть, что есть гоим, у которых есть деньги? Ну, как это может быть? Это несправедливо. Ой. Над восстановлением такой гнойной справедливости денно и ношно трудятся представители глубинного государства, подчинившие своей тотальной власти несчастную Украину, что и нашло свое отражение в народном мультипликационном творчестве. В украинских степях, там, где сходятся силы, где бандеровцев бьет удалая братва. 3 еврея войной украинцев гасили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, люди не нужны, нам нужна земля. Пусть они бегут, пусть они умрут и оставят нам недра и поля. А нам все равно, вместе превратим Украину в пыль. Пусть
народ умрет, денежки на счет, новый мир придет, будет Израиль. Думаю, в 3 мультяшных персонажах, которые войной украинцев косили и попутно собирали внушительный долларовый урожай, вы без труда узнали президента Владимира Зеленского, главу офиса президента Андрея Ермака и главного в Украине хабатского олигарха зятя Леонида Кучмы Виктора Пинчука. Справедливости ради надо отметить, что на поприще поголовного выкашивания украинцев трудятся не только эти трое, но и более мелкие, но не менее гнойные еврейские сошки. Посмотрите короткую нарезку из программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Тут какой-то законченный персонаж, типа Виталия Портникова, на котором пробу ставить негде, объясняет, сколько еще людей можно взять и бросить умирать. Я не вижу никаких проблем в мобилизационном и человеческом ресурсах в стране, где проживает 30 миллионов человек. А армия насчитывает только 1 миллион граждан. Мобилизационный ресурс есть, и его еще на 5-10 лет, поверьте мне, хватит. Государство вынуждено будет вести себя жестко. Оно может стать жестче по отношению к своим гражданам. Оно может понизить мобилизационный возраст. Оно может начать мобилизацию женщин. Все это может начаться в ближайшие годы, как это и происходит в Израиле. Насчет Портникова. Слушайте, вот это сидит развалившись. Да что вы еще 1 миллион другой украинцев запросто можем прислать, убить, да, не выходя из своего кабинета. А он болеет? Да нет, конечно. Не, он болеет по жизни, но я к чему? Я просто видно, что хворый. Да ты... Не, я просто вспоминаю, он же долго работал в России, он же здесь и учился, и работал в независимой газете, потом был долго сапкором «Радио Свобода» в Москве, и периодически, причем гражданин Украины всегда был, и периодически заезжал на вот эти многочисленные украинские шоу, мы там с ним все пересекались неоднократно. Вот. И я всегда его задавал вопрос: а что ж вы в Москве-то сидите? Да? Причем у него тут недвижимость была, я думаю, и сейчас есть, кстати, надо проверить. Вот, значит, и знаете, как он объяснял, почему он из Москвы не уезжает, не переезжает в родную Украину там, или еще? Когда начнется, это он тогда еще в нулевые говорил, начнется распад России, моя миссия будет эвакуировать российских евреев в Израиль. А теперь пару штрихов к глубинному портрету Виталия Портникова, несостоявшегося эвакуатора российских евреев, действующего мобилизатора украинцев и просто гнойного пидора во всех смыслах этого слова. Сразу скажу, что у меня есть полная версия эксклюзивного видео с этим персонажем. Но дабы не травмировать вашу психику, я покажу вам самые щадящие кадры. Тем не менее, предупреждаю, отведите детей подальше. Зачем вообще об этом говорить, когда это не преступление? Кто человека может за это посадить? Что? Ну скажут, что он пидорас, он скажет, что он не пидорас, на этом все закончится. Ну дальше. Сделай там съемку, какую-то видеосъемку. Ну это никого сейчас не компрометирует. Или там показания. Но это никого не компрометирует. Это все вопрос веры, послушай. Неужели ты не понимаешь? Веры. В мире это вообще не важно. Огромное количество открытых геев. Губернатор Сицилии избрали открытого гея. Сицилии. Который сказал, что если вы мне изберете губернатором, я не буду ебаться с мальчиками, потому что выйду замуж за Сицилию. Да? Да, я его избрал. Избрал. Сходи кровина. Сходи кровина. Сходи кровина. Но вернемся к более значимой фигуре, формирующей нынешние украинские хроники. А именно, президенту и верховному главнокомандующему Украины, к портрету которого также можно привнести дополнительный, я бы сказал, символический штрих. Интересные факты из детства Владимира Зеленского рассказала его мама Рима Владимировна. Причем тянула его в садик страшно. Был там центром внимания, всех собирал вокруг себя, игры придумывал. А вернувшись из садика, больше всего любил играть с мясорубкой, то еще старой советской, рассказывает Рима Владимировна. После всего вышесказанного
Самое время показать вам фрагмент из программы политолога, публициста и бывшего киевлянина Андрея Ваджи «О душе украинства». В этой программе приведен взгляд обычного украинца на современные украинские хроники, отформатированные глубинными любителями мясорубок и прочими гнойными пидорами. По официальной украинской версии, которую украинская пропаганда 30 лет вдалбливает в головы украинцев, враг — это русские. Самый страшный враг украинцев — русские. Но это официальная версия. А народная украинская версия утверждает, что враги простых украинских граждан имеют иную национальность. И сколько раз я это слышал от украинских патриотов в личных беседах. Послушайте. Вы что, не знаете, кто наш враг? Враг давно определен. Надо брать и действовать. Чтобы быть, я не знаю, чтобы помогать там, я не знаю, бедным. Разве для этого нужно быть богатым? Надо просто брать и помогать. Это к чему я говорю? Вы что, не знаете наш враг? Кто он есть? У нас враг в Украине был всегда, и есть он один и тот же. Уже много-много лет. Это не тот, который наступает. Это не тот, который враг видимый. А это враг, который, сука, за нами, за нашей спиной. Который миноры везде строит, синагоги везде строит, цены поднимает на свет, на газ, на еду, на всю хуйню. Деньги ворует. Это наш враг. Вы что, не знали это? Все правительство, не жиды. Это они воруют, это они устраивают гей-парады во время войны, это они снимают деньги, заставляют людей отдать последнее за это электричество. Они вас предупреждают, что по 20 часов будут отключать. Продают его в другие страны. Власть, у нас вся власть одна состоит из иноверцев, из инородцев. Это они нас грабят. И будут грабить, и будут уничтожать. Хватит сидеть, не нужен вам лидер. Вы каждый лидер. Только надо взять и сделать. Не нужен вам никто. Вам нужна фантазия. Посмотрите на это укуренное чмо, обнюханное. Казино себе купила на Кипре. Что оно говорило перед выборами? Да я на колени встану. Да я лишь бы войны не было, чтобы украинцы не умирали. Встала это чмо на колени, обнюханная. Хуй там, Украину на 4 кости поставила. И буду ставить дальше. Надо потерпеть, надо завязать потуже ремни. Где на шее? Не будет ничего хорошего с этими во власти. Я вам еще раз говорю. Это вот эти твари, которые сидят у нас во власти. Все иноверцы и инородцы. Все вальцманы, гройсманы, капительманы. Поймешь, кто они такие. Все с израильскими паспортами. Это они разминируют поля, когда русская армия идет. Это не зубы дракона просто выкинули на свалку, оно там лежит. Это они это делают, понимаете? Но никак не вы. Я не разрушал свою страну. Это они до этого довели, потому что они всегда были во власти. Посмотри на них. Там одни они. И смотри, своих подтягивают. Подтягивают. Уже начинают заселять потихоньку Украину. Потому что знают, что скоро вот здесь никого не будет. Они нас грабили и будут грабить. Сейчас они нас будут убивать и уничтожать. Не вырезают мужское население. Понимаете? Хватит, вам не нужен никакой лидер. Сам встал, пошел и сделал. Привыкли иметь себе поводыря какого-то. Или, я не знаю, овцевода. Он вам нужен. Вы сами на все способны на многое. Только вам столько лет вдалбывали в голову, что вы ни на что не способны, что вы быдло, что вы гои. Это не так. Любой из нас может это сделать. Хотя бы не можешь этого ничего делать какие-то физические движения. Да запиши видео, разбуди одного, двоих, троих, да подтянутся люди по-любому. Все и так начинают потихоньку смотреть и понимать, кто нами правит. Что нами правят, знает кто, миноры, вон, шаломовцы, все с еврейскими паспортами. Они были и будут в правительстве. Поэтому, ребята, вам не нужен лидер, вам нужно действовать, понимаешь? Это они развалили это все, это они устроили войну. Как вам это непонятно? Они от вас уже ничего не скрывают. Они вам говорят в открытую, что вы все подлежите уничтожению. И они будут вас вырезать и уничтожать. Вы что думаете, я какой-то специфический или что? Я такой же, как и вы, троечник. Там мне просто смотреть, как мою страну грабят одни и те же еврейские рожи. Там мне на это смотреть, как они уничтожают моих друзей, отправляя их на ноль. Непонятно вообще за что, за кого. За небесный Иерусалим, за жидов.
пойти и сдохнуть там, нахуй. Да иду туда, понимаете? Я не собираюсь, за свою страну, я могу пойти, а у меня нету страны, нахуй. Она вся принадлежит жидам, нахуй. Вся моя страна в минорах. И еще один короткий материал на украинскую злобу дня. Украину после войны могут заселить африканцами и афганцами для спасения демографии. После войны Украину могут начать заселять африканцами и афганцами, чтобы спасти демографию. Об этом сообщил социолог Владимир Паниота в комментарии «Фокусу», говоря о демографической стратегии Кабмина. А закончить украинский блог я хочу старой ностальгической песни, которая сегодня найдет отклик в миллионах украинских душ. И тех, кто вынужденно покинул свою родину, и тех, кто продолжает оставаться здесь в состоянии внутренней иммиграции. Сквозь вечерний туман мне под небом стемневшим слышен крик журавлей. Все ясней и ясней сердце к ним понеслось, издалека летевшим из холодной страны, с обнаженных степей сердце к ним понеслось, издалека летевшим из холодной страны, с обнаженных степей. Вот уж близко летят, и все громче рыдая, словно скорбную весть мне они принесли. Из какого же вы неприветного края прилетели сюда на ночлег, журавли? Из какого же вы неприветного края прилетели сюда на ночлег, журавли? Я-то знаю страну, где уж солнце без силы, где уж савана ждет, холодея земля, и где в голых лесах воет ветер унылый. То родимый мой край, то отчизна моя, и где в голых лесах воет ветер унылый, то родимый мой край, то отчизна моя. Сумрак, бедность, тоска, непогода и слякоть, вид угрюмый людей, вид печальной земли. Ах, как больно душе, как мне хочется плакать. Перестаньте рыдать надо мной, журавли. Ах, как больно душе, как мне хочется плакать. Перестаньте рыдать надо мной, журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо старых церквей и больших городов, а вернуться назад им раскроет объятия дорогая земля, возрожденная вновь. А вернуться назад им раскроет объятия дорогая земля. Из моих здешних
снов. Начать второй российский блок я хочу с ретроспективного материала, посвященного без преувеличения героической фигуре, которая внесла неоценимый вклад в Россию прошлого, но которой не дали послужить России в настоящем. Речь идет о бесстрашном воине, истинном патриоте своей страны, создателе и лидере ДПА, то есть движения в поддержку армии, генерале Льве Рохлине. На фоне нынешних российских генералов, которых десятками пакуют за банальное воровство, тема Рохлина, представлявшего собой образец офицерского долга и чести, сегодня актуальна как никогда. В сентябре этого года вышла третья часть документального фильма «Приказано забыть», посвященного жизни и героическому пути Льва Яковлевича. Первая часть под названием «И один в поле воин» была снята более 6 лет назад. Спустя 2 года появилась вторая часть «Львиное сердце». Новая, третья часть называется «Непокоренный». Прежде чем показать вам небольшую, но очень актуальную нарезку из третьей части, хочу напомнить вам фрагмент из своего прошлогоднего выпуска под названием «Лицом к лицу мацу не увидать» из цикла «Материалы к славянскому трибуналу». В этот выпуск вошел отрывок из второй части фильма «Приказано забыть». Думаю, он станет лучшим предисловием к просмотру нового документального материала. Начну с короткого, но очень показательного фрагмента из документального фильма «Приказано забыть», посвященного жизни военной и политической деятельности легендарного советского и российского генерала, председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Льва Яковлевича Рохлина, убитого ровно 25 лет назад, в июле 1998 года. С приходом Льва Рохлина в политику известный журналист Леонид Радзиховский в январе 1996 года в американской газете «Новое русское слово» с восторгом писал о том, что в современной России именно евреи имеют больший удельный вес и составляют элиту в политике и бизнесе, и что такого больше нет нигде в мире. Перечисляя российских евреев, поднявшихся на политический Олимп, Радзиховский подытоживает. И вот знаменитый генерал Рохлин. В столице Льва Яковлевича сразу же окружили вниманием. Его стали приглашать на киношные и театральные премьеры, тусовки и вечеринки. Вокруг него все дышало одним. «Ты наш, Лёва, ты наш! Посмотри, как с нами весело, как тепло, как сытно! С нами все возможно, Лёва! Давай дружить, давай работать вместе! Ты наш, Лёва, ты наш!» Для всех них генерал Рохлин представлял большой интерес. Во-первых, свой, еврей, пусть и полукровка. Главное, он пользовался безграничным уважением и преданностью в войсках. А в армии на тот момент зрели серьезные недовольства развалом советской державы и действиями нового российского правительства, загнавшего страну в экономический тупик. Среди российских офицеров все чаще и чаще звучало требование идти на Москву, на Кремль и сбросить эту ненавистную власть.
Итак, совершив краткий исторический экскурс в Россию 90-х, мы получаем наглядную картину достижений Хаббада, который буквально за несколько лет, минувших с момента развала СССР, переформатировал бывших советских евреев в наших. Примечательно, что ни одна из тусовок этого элитарного клуба не обходилась без главного раввина России Бел-Лазара. После зачистки еврейского Олимпа от взорвавшихся светских выскочек, Хаббад полностью подмял под себя всех, кто принял его правила игры в наших и не наших, и затянул их в свою духовно-идеологическую орбиту. Что показательно, на стадии формирования этого сообщества наших всегда непримиримый Хаббад спокойно закрывал глаза на свои же жесткие требования к чистоте крови. Особая ставка была сделана на полукровок. По маме идеальный вариант, так как по галахе это вполне себе полноценный еврей, но с фамилией и отчеством, доставшимися от нееврейского папы, что особенно ценно в условиях диаспоры. В ход шли и полукровки по папе, но с одним условием. Если объект достиг определенных высот в обществе и пользовался широким влиянием в своей сфере деятельности, предпочтительно политической, экономической, научной, информационной, культурной, образовательной и даже развлекательной. Если повезет, то и в военной. В особых случаях можно было закрыть глаза даже на то, что человек принял крещение. Таким особым случаем был боевой генерал Лев Рохлин, еврей по папе, принявший православие. Но несмотря на все еврейские подкаты, ты наш, Лева, ты свой. Рохлин, извините, похерил тусовку наших и предпочел остаться своим для тех, кто оказался за бортом еврейского элитарного клуба. Как отмечается в документальном фильме о Рохлине, в униженной, полуголодной российской армии 90-х, истрепанной Первой Чеченской войной, зрели массовые серьезные недовольства и звучали требования идти на Москву. Цель похода – сбросить ненавистную власть Ельцина, при которой евреи заняли практически все элитарные позиции в политике и бизнесе России. Напомню, по оценке еврейского журналиста Радзиховского, на тот момент такого больше нигде в мире не было. Ставка делалась на генерала Рохлина, который должен был возглавить освободительный поход. Но генерал был убит, и весь клуб наших вздохнул с облегчением. А теперь актуальная нарезка из третьей части фильма «Приказано забыть». Непокоренный. Надо сказать, что движение приобрело очень большую популярность и активность. Присоединились сюда очень-очень многие известные люди, военачальники, руководители предприятий, и авторитет у Льва Яковлевича и возрос, и влияние его в этой среде было очень значительным. Создавалась мощная политическая сила. И Лев Яковлевич был знаменем этой силы. Естественно, он не мог не понимать, какая ответственность на него ложится. Уважаемые товарищи, друзья, нас пытаются уверить в том, что народ пассивен, что его не раскачать, что необходимо терпеть геноцид. Сегодняшний митинг показывает, народ не пассивен, народ готов изменить положение дел в стране. Впервые все оппозиционные партии, все ветеранские движения, все политические движения объединились и вышли на улицу.
И мы должны приложить все усилия, чтобы заставить режим уйти в отставку. Ельцин прекрасно понимал, что завтра эти ребята отстранят его, а потом и голову открутят. Наверное, так думал. И поэтому стала разрабатываться операция устранения Льва Рохлина как главной политической фигуры оппозиционной Ельцину. О Рохлине и о нежелательности его присутствия в политике я узнал в 1997 году в Израиле. В 2 словах. Я описывал это по приглашению МИДа израильского. Я и замглавы областной администрации Стасевский, как официальная делегация, были в Израиле. И, естественно, вся неделя была расписана. В том числе был официальный прием, встреча с Ицхаком Радашковичем. Это был из новых репатриантов, он возглавлял Союз предпринимателей Израиля. И в беседе с ним я узнал о том, что присутствие Рохлина, подчеркиваю, нежелательно в политике. И я понимал, что Рохлин приговорен. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Программа «Акулы политпера», политики, молодые журналисты. Я Анастасия Попова. Рада приветствовать вас в нашей студии. Наш гость сегодня Лев Яковлевич Рохлин, теперь уже независимый депутат Государственной Думы, бывший боевой генерал. Лев Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Не принимая во внимание ваше военное прошлое и хороший костюм, как вы относитесь к евреям и богатым людям? То, что касается евреев, моя мать Гончарова Ксения Ивановна, отец Рохлин, правда, бросил меня в 3 месяца. И я систематически слышал упреки от матери. По этой причине я не слишком ярый защитник, к примеру, нации, но в то же время я за все формы собственности, я за рыночные отношения, если они умно построены, не так, как у нас, а как в Китае, к примеру. В нашей многонациональной России ни в коем случае не допустим национализм. Национализм. Невозможно в России с Татарстаном, Башкортостаном и многими-многими другими республиками иметь нацистов и фашистов. В таком случае я вам напомню ваше участие в весьма мракобесной демонстрации, которая проходила несколько месяцев назад в связи с показом по НТВ фильма «Искушение Христа», «Последнее искушение Христа». И вы участвовали там вместе с весьма клерикальными, такими черносотенными явно деятелями. Вот как вы это объясните? Ну, во-первых, я скажу, Россия православная страна. В первую очередь. В большинстве своем православная. Потом добавляется мусульманство, чуть-чуть буддизма, совсем мало чего остального. И когда хозяин программы НТВ Гусинский, вопреки точке зрения православных, вопреки их сопротивлению, все же показывает этот фильм, и Гусинский не прикрывается, что он является одним из руководителей, главных руководителей иудейской общины в России, то я туда прибыл, не выступил, не сказал ни одного слова. Притом я проехал к церкви, от этой церкви, вы говорите о мракобесии, о ком-то, кто-то и как-то представлял, шел русский народ, шли русские женщины, старики, дети. И эта толпа была минимум 1,5 километра. И если вы кого-то другого увидели, то я, честно говорю, просто их не знаю и не увидел. И приехал своим видом показать поддержку основы российской. В принципе, выступая как антисистемщик, который расшатывает эти устои, вы не думаете, Лев Яковлевич, что вы в том числе, так сказать, открываете ворота и вот тем самым националистам, о которых сейчас говорит независимая газета, и ваши
выступления с разоблачениями в Думе потом потянули за собой огромную волну компромата, который выплеснулся в прессу, и вместо того, чтобы новое правительство в новом составе, там еще тогда это был Чубайс и Немцов, работало, оно было занято тем, что оно боролось с так называемыми олигархами, как их теперь называют. Ты меня упрекаешь, что при этом режиме, при тех, кто подходит под высшую меру наказания, я что-то сказал такое, которое им мешает. Международными правилами, законами оправдывается действия народа, любые действия народа, если он подвержен геноциду. Если народ вымирает, если народ должен бороться за свое существование и выживание, то что бы он ни делал, международный закон оправдывает это. Лев Яковлевич, вы говорите страшные вещи, ведь если вы действительно это говорите серьезно, то, условно говоря, там гражданская война перекроет по жертвам там 10 войн в Чечне. Вы так не считаете? А почему должна быть гражданская война? И почему Россией должны править воры, преступники? Я говорил с Шохиным, он пришел уговаривать сдать комитет. Я говорю, ты понимаешь, какой расклад? Ситуация-то уже не о комитете говорит. В этой ситуации, что Виктору Степановичу грозит, что тебе грозит. Он говорит, Лев Яковлевич, у меня уже, говорит, билет заготовлен. По этой причине никакой гражданской войны не будет. Билеты заготовлены. У меня есть, Анастасия, позиция. И эта позиция заключается в следующем. Я ни в коем случае не примирюсь с тем положением дел, которое есть в государстве. Только предатель, если он и впрямь предатель, может смотреть на это равнодушно и не бороться. Сложный путь был Льва Яковлевича к Богу, но в 96-м году он принял ответственное, осознанное решение, был крещен в Волгоградском кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. И с этого момента все, что связано с церковью, с верой православной, для него было очень лично, глубоко и сердечно. Если в жизни твоей полоса неудач и отчаяние в полную силу, ты вставай и иди, просто знай и не плачь, это все от меня это было. Надеюсь, мне не нужно снова разжевывать, кому в тогдашней России, власть в которой представляла собой еврейский элитарный клуб, больше всего мешал непокоренный генерал Рохлин. Единственное, на чем хотелось бы заострить внимание, это на глубинной изощренности методов устранения непокоренных и неугодных. Это на Ближнем Востоке можно открыто наносить удары по врагам Израиля, попутно сметая целые мирные кварталы. Но на территории, где глубинный народ играет роль лояльных граждан, применяется совсем иной, я бы сказал, индивидуальный подход. Так, в случае с Рохлиным в его убийстве была обвинена жена генерала Тамара, которая якобы застрелила мужа в пылу семейной ссоры. А, например, Владимир Жириновский, который сделал 7 или 8 прививок от коронавируса, скончался в больнице от коронавируса. При этом в последнем разговоре с сыном Владимир Вольфович прямо заявил, что его пытаются убить. О том, кому и почему была выгодна его смерть, я подробно рассказывал в выпуске трилогии «Убийство Жириновского». Кто запамятовал, пересмотрите. А завершить разговор о генерале Рохлине я хочу коротким видео под названием «Единственный человек, отказавшийся от звания Героя России». Звание Героя России является высшей государственной наградой Российской Федерации и вручается за исключительные заслуги или совершенный подвиг.
Звезда Героя России считается правопреемником звания Героя Советского Союза, но в отличие от советской награды не предусматривает награждение одного человека несколько раз, поэтому не существует дважды или трижды Героев России. Золотой звездой с 1992 года было награждено 1100 человек, и лишь один из них отказался от столь высокого звания. В 2002 году стало известно, что этим человеком был генерал Лев Рохлин. Он прославился в суровые 1990-е, как настоящий воин и грамотный полководец, заслуживший уважение не только своих подчиненных, но и всей страны. Во время первой чеченской кампании генерал командовал северо-восточной группировкой во время новогоднего штурма Грозного. Его войска стали единственными, кому удалось закрепиться в столице Чечни. Рохлин своим обходным маневром застал врасплох боевиком и с минимальными потерями вошел в город, а дальнейшие действия генерала позволил занять выгодные оборонительные рубежи и избежать окружения. Дальше он продвигаться отказался, несмотря на приказ, так как считал, что это уничтожит его армию. Решения генерала были признаны успешными, и в январе 1995 года его представили к званию Героя России, от которого он отказался, заявив, что не имеет морального права получать награды за войну в своей стране. В гражданской войне полководцы не могут снискать славу. Война в Чечне не слава России, а ее беда. Лев Рохлин. Вскоре генерал ушел в политику и погиб при странных обстоятельствах в 1998 году. На тот момент он имел колоссальное влияние на армию и пользовался поддержкой населения. Так или иначе, Лев Рохлин остался в памяти народов России настоящим командиром с честной совестью и душой. А теперь о современных российских хрониках, в которых в той или иной степени найдет продолжение тема генералов и гражданских войн. Как известно, главной болевой точкой России сейчас является Курск. В первой части данного выпуска я достаточно подробно освещал эту тему, называл глубинные цели Курской акции, указывал основных выгодоприобретателей и демонстрировал их гнойный восторг. Так что сейчас мне остается лишь добавить несколько красок в ранее обрисованную Курскую панораму. Вашему вниманию нарезка из видеоматериала канала «Эпоха X» под знаковым названием «Курск. Возмездие». Здесь был целый еврейский квартал, очень было много евреев-купцов. Вот после царского указа, когда разрешили евреям, купцам селиться в городах, очень много появилось. И вот так, как Ефим Петрович рассказывает, община росла, и перед Великой Отечественной войной Курск по количеству еврейского населения был на 3-м месте после Москвы и Санкт-Петербурга. У нас был большой еврейский город. Фантастика. В процентном отношении, конечно. Да. А раввином был купец первой гильдии. Да. Не было вот этой доски памятной на иврите. Была только вот эта доска, которая была написана по-русски. И скромно было указано, что 443 советских гражданина, не указывая их национальности. Вот так люди, которые были освобождены, евреи, они знали, что это памятник евреям расстрелянным. Другие просто не знали, считали, что здесь просто расстреляны какие-то люди, которые во время войны были расстреляны. Потом уже начала еврейская община настаивать на том, чтобы все-таки обозначить, что это именно евреи были расстреляны, а не просто советские граждане. Поэтому появилась вторая табличка. На иврите. Здесь в дни оккупации города Курска немецко-фашистскими захватчиками расстреляны 443 советских гражданина. Но на табличке, которая на иврите, я, к сожалению, не читаю на иврите, написано, что 443 еврея. Здесь указано, да, что это именно еврейской национальности люди. Это как раз были последние евреи, которые в годы оккупации Курска оставались здесь.
Прямо здесь расстреляли 500 человек. Да. Это 500 человек, это же вот целая площадь была бы в людях. Вот целая площадь, ну не знаю, ну на полкилометра 500 человек, это много. Это очень много. То есть правильно ли я понимаю, такого людоедства и такого злодеяния не было вообще в современной истории никогда? Вот то, что в 41-42 году происходило по отношению к евреям. Евреев не считали за людей вообще. Единственное было понимание у фашистов, что это то существо, которое требуется уничтожить. И они действовали именно в этом плане и в этом характере и относились к евреям как существам, не заслуживающим и имеющим право жить. И они их всячески издевались над ними, могли убить, могли застрелить, могли как угодно издеваться над человеком. И это мы знаем и по истории нахождения евреев в Курске, это мы знаем и по своей собственной истории, потому что в каждой еврейской семье есть такие случаи, которые можно рассказывать, но их просто и рассказывать тяжело. И у меня это есть, вот и у Юли есть это. А как, как вообще человеческий род мог дойти до таких злодейств? Вот, это же этот человек там растет, развивается, и потом раз и перестает быть человеком. Как это вообще могло случиться? Я не представляю. Вот что с людьми могло произойти, что они до такого, К сожалению, это так было. Сложно объяснить нам, почему это может произойти с людьми. Я не могу до конца объяснить. И мы в соответствии с этой вот брошюрой всегда проводим здесь и молитвы, и зажигание памятных свечей. И это в память о тех, кто был невинно убит, сожжен, умерщвлен фашистом. Да. Спасибо большое Герману Рашбиловичу Захаряеву, спасибо большое всей семье, спасибо большое Давиду Мордыхаеву за то, что сделали этот праздник религиозным государственным праздником государства Израиль. Потому что это вообще единственный случай в еврейской всей истории многотысячелетней, когда был внесен новый религиозный праздник, ранее не обозначенный в Торе. Это очень значительный символ того, что евреи сегодняшние понимают значение этого дня, понимают и знают о тех событиях, которые происходили во время войны, о том ужасном Холокосте. И поэтому все мы благодарны этим семье Захарьяевым за то, что такой праздник появился в нашей еврейском календаре. Курская область была долгое время под управлением Хазарского каганата. А все руководство Хазарского каганата были иудеи. Но это так, для информации. Еврейская жизнь в Курске началась в 60-х годах 19 века, когда разрешили за чертой оседлости селиться евреям-кантонистам и ремесленникам. В 1895 году курский губернатор разрешил открыть первую синагогу. В 1900 году открылась еще одна. В 1905 году случился еврейский погром. И первая большая волна евреев в Курск пришла с 1914 по 1924 год во время Первой мировой войны. Из Литвы, из Белоруссии, из Украины сюда побежали евреи. Перед началом Второй мировой войны Курск, представляете, был на 3-м месте после Москвы и Ленинграда по количеству проживавших в этих городах евреев. На 3-м месте. Беда случилась 4 ноября 1941 года, когда в Курск вошли войска вермахта. Буквально через несколько дней в комендатуре фашисты собрали еврейских детей, тех, кто не успел убежать, эвакуироваться, и сделали им смертельные инъекции. Тогда же расстреляли 150 евреев. Летом 1942 года были расстреляны 443 еврея. Вообще практически все евреи Курска
были уничтожены. Больше 2000 человек. В 1945 году евреи начали возвращаться в Курск и в Курскую область. В 1946 году евреи выкупили деревянное здание 1915 года постройки, из которого сделали синагогу. Сегодня воскресный день, мы приехали сейчас, нужно купить необходимое для эвакуации. Это центр города, мы здесь были в апреле месяце, когда был крестный ход. Вот это центральный стадион или рынок. Вот, мы покупали в нем необходимое, там у нас была какая-то нужда, для иконы стекло. И через несколько дней здесь был прилет в это место рядом. Вот сейчас орет это опять сигнализация. Вот, притом она очень напоминает звук шафар, иудейский звук, можете послушать, как он звучит. Я вспомнил очень одного дядьку, зовут его Беркут, который говорил, что в русских городах придет время, вы услышите звук шафара. Сейчас мне сказали, что один дедуля, который прошел Великую Отечественную войну ребенком, он говорит, что вот этот звук в Курске, который звучит, это не та сирена, которая была в его детстве в Сталинграде блокадном, в Ленинграде. Это разный звук, там был совершенно иной. Этот звук мозги выносит, если честно. Шофар, трубивший с небес, нес в себе потрясающую, могучую силу. Силу преобразования, изменения, исправления. В этом голосе сокрыта также великая сила пророчества. Пророческий крик шофара пронзает время, простираясь далеко в будущее, побуждая человека говорить слова Божьи и вдохновляя его на творчество. Проснитесь, вы, спящие, пробудитесь от сна, вспомните вашего Создателя и обратитесь к Нему. Так понимал главное послание шофара великий еврейский раввин и философ Рамбам. Звуки шофара внушают благоговение и затрагивают самые глубокие струны нашей души. Вот, как раз то, что хотелось показать. Центр города Курск. Мы вместе с братом Михаилом, его чадушком Надюшенькой гуляем. И тут нашему диалогу мешает какая-то непонятная сирена. А вся остальная Россия гуляет, понимаете? Честно говоря, лучше бы мозги так не выносили, вот я серьезно говорю. Это хорошая, на самом деле, она всех пододвигает на молитву. Как раз тут помолились, Богу перекрестились и укрепились. Будем просыпаться мы или нет? Эта сирена по всем нам гудит. Примечательно, что авторы этого видео так и не дали определенного ответа на ими же поставленный вопрос. Курск – возмездие? Видимо, решено было оставить зрителям самим сделать выводы из представленных материалов. Не буду нарушать авторский замысел и сделаю краткие пояснения всего к паре моментов. Я уже неоднократно рассказывал, какой глубинный план стоит за подменой 9 мая 26-м Ияра, а Дня Победы Днем Спасения и Освобождения. Напомню лишь, что за этой инициативой стоит вовсе не горско-еврейский подхабатский олигарх Герман Захарьяев, а лично верховный архонт Нового Синедриона и по совместительству глава конференции европейских раввинов Пинхас Гальшмидт, признанный в России иноагентом и мечтающий об уничтожении этой ненавистной ему страны. Что касается стенаний одного из персонажей в КИПе по поводу того, как люди могут дойти до крайней степени озверения, то ему стоит адресоваться своим соплеменникам в Израиле, который приносит массовые, кровавые, ритуальные жертвы, прикрываясь бесконечными мантрами о еврейском спасении и освобождении. И еще один момент видео, который, на мой взгляд, требует пояснения. Думаю, не все знают человека, который шел по улицам Курска под звуки воздушной тревоги, напомнившие ему вой шафара. Ясность несет его совместный ролик с командиром подразделения Ахмат, генералом
Апти Алаудиновым. А заодно вы получите еще одну яркую иллюстрацию в ряду современных российских хроник. Ассаламу алейкум. Друзья, всем добрый день. Я хочу вам представить нашего брата, который приехал ко мне в гости. У нас предварительно, буквально недавно, на днях, состоялась такая встреча, мы с ним познакомились тогда. Это вот получается боевое братство русского мира за державу обидно, у него называется организация так, подраздел Архангел Михаил, так? Значит, получается, вот его зовут Сергей, и мы с ним тогда пообщались, действительно нашел в нем человека, который духовно очень близок мне, и который тоже во всех своих вопросах всегда стремится к Богу. Мы сейчас друг другу рассказали несколько историй, где мы оба можем рассказать о том, что в жизни были такие ситуации, которые, все вроде бы, вот все думают, все, конец. А ты говоришь: о Господи, отдаюсь полностью во власть Твою. И если суждено мне умереть сегодня, спасибо Тебе за то, что дал возможность до сих пор быть в этом мире и творить то добро, которое я смог сделать. Если еще не настал мой час, благодарю Тебя за то, что у меня есть продолжение в этой жизни для того, чтобы я продолжал делать добрые дела. То есть ты полностью полагаешься на Бога, и Он тебе помогает, и тебе не надо думать, что будет, как будет. И в этом случае получается, что Бог, который нас всех любит, Он делает все так, что ты выходишь из любой ситуации и целым, и невредимым, и люди еще, которые тебя окружают, они всегда удивляются, как такое могло произойти. Друзья, молитесь. В молитве наша сила. Прибегайте только к одному Богу. В Нем наша сила. Наша сила в нашем единении, именно в своем последовательном желании прийти к Богу. Вот в этом есть наша главная сила. Поэтому я хочу всех призвать действительно к нашему объединению. Это, знаете как, мы живем во времена, когда мы действительно очень близки по всем священным писаниям к временам прихода Мессии Иисуса, Иса, алейхиссалам. И в этот период мы должны, если посмотрим по сторонам, мы должны усмотреть, что такое войско Антихриста во всех писаниях, какая у него атрибутика у этого войска, что они должны вытворять, что они должны делать. Всю мерзость и грязь, которая является атрибутикой этого войска, вытворяют те наши враги, которые находятся напротив нас. Это не по национальному признаку, не по религиозному признаку, а именно войско, которое сегодня нам противостоит, которое состоит в блоке НАТО и которое является их сподвижниками, они как раз и есть по всей атрибутике именно тем войском, о котором мы говорим во всех писаниях, и у мусульман, и у христиан. Если кто-то умеет эти писания читать и читать между строк, то он это все усмотрит. И мы сегодня живем в эти времена, когда мы близки к этим всем событиям. Войско же Антихриста и сам Антихрист, Даджаль, аузубилля, наверное, ни для кого не секрет, что то, что сегодня творится в мире, это и есть как раз его атрибутика, и то, что это войско и его хозяин должны были творить по всем писаниям. И они это все творят. Эти же писания говорят о том, что последует за этим. А мы же должны быть последовательны в своем приходе к Богу и в своих молитвах. И мое обращение, оно таково, что мы можем заходить через разные двери, но во всех писаниях написано, что когда придет Мессия, мы, мусульмане и христиане, будем стоять под его флагами, и мы будем одним войском. То бишь мы перестанем существовать как разные религии, как разные войска, а встанем одним войском Иисуса, Иса, алейхиссалам. Спасибо. Брат, скажи, что ты думаешь? Я думаю, что каждый человек, как сказано в Евангелии, чистые сердцем Бога узрят. Именно чистые сердцем, неважно. У кого чистота сердца есть, тот обязательно должен услышать призыв брата Апти. Потому что только когда мы обращаемся к своему Творцу, мы можем победить. Не в силе Бог, а в правде. И если Бог за нас, то кто против нас? Это то, что говорили наши деды, воюя в 1812, в 1941 в том числе. То есть тогда, когда враг был у ворот. К сожалению, мы сейчас многие забыли Бога. Но без Бога не до порога. Так вот, та ситуация, которая сейчас происходит, я думаю, что все понимают, что это происходит по одной простой причине. Люди забыли Бога.
И я твердо убежден, что сейчас наступает время объединения. По поводу молитвы скажу так. Имея опыт монашеской жизни, живя в монастырях, меня приучили к ночной молитве, потому что ночь создана Богом для разговора со Творцом. Это свободное время. Поэтому даже мои дети каждую ночь молятся по 2 часа о том, чтобы Господь укрепил нашу Родину. И я верую, что это будет совместно с теми, у кого чистые сердцем. Но отдельно хочу сказать еще и православным. Евангелие, оно не доказуется, оно показуется своей жизнью. Поэтому давайте докажем нашу верность на деле. Помогай всем Бог. Но вернемся к теме Курска и зашифрованного возмездия. Рассмотрим этот вопрос в контексте российской исторической ретроспективы. Вы, наверное, удивитесь, но речь пойдет об основателе Хабада Шнеуре Залмане или Альтер Ребе, то есть Старом Ребе. Для начала короткое презентационное видео хаббатского YouTube-канала «Момент мудрости». Вы знаете его. Раби Шнеур Залман Изляд, он же Алтер Ребе, основатель хасидского движения Хаббат, каббалист и автор многих книг по хасидизму и талмудическому закону. Одна из них, Тания, была трудом всей его жизни. Эта книга дает ответы на вопросы «Кто я?», «Что внутри меня?», «Из-за чего есть проблемы в жизни?», «Как быть?». Кем же был этот человек? Вкратце об Алтер Ребе. В 1745 году в местечке Лиозна в Беларуси в семье Рав Баруха и Ривки родился вундеркинд. Уже в год он умел разговаривать, в 13 лет величайшие раввины присвоили ему титул Рав, в 15 он женился, а к 18 годам закончил изучение Талмуда. В 20 лет стал учеником Магида из Межерича, изучая тайны Каббалы, а спустя 2 года и сам стал преподавать. В 1788 году Алтер Ребе объявили главой хасидов Беларуси. На тот момент у него было более 20 тысяч учеников. Алтер Ребе дважды был арестован и отправлен в Петропавловскую крепость, якобы за помощь Османской империи, но на самом деле он помогал евреям земли Израиля, которая в то время была завоевана турками-османами. Второй арест продлился 53 дня. 19-го Кислева по еврейскому календарю он вышел из заключения, что стало настоящим праздником, который перерос в Новый год хасидизма, так как он смог продолжить свою великую деятельность. Какая философия у Алтер Ребе? Каждый человек должен улучшать себя как человека, управлять своими эмоциями и желаниями, делать как можно больше добрых дел, делиться светом Торы. Поэтому течение хасидизма он назвал Хаббат – Хохма, Бина, Даат, что означает мудрость, понимание и знание. Тему зачинателя добрых хаббатских дел продолжит еще несколько фактов из его биографии. Обратимся к материалу, размещенному на сайте Талдот. Некоторые литовские раввины, чувствуя, что не могут собственными силами справиться с влиянием раби Шнеура Залмана, попытались устранить его с помощью российских властей. В Петербург был направлен донос. Осенью 1798 года, год спустя после смерти Виленского Гаона, раби Шнеур Залман был арестован вместе с 22 своими сообщниками. Заковав в кандалы, под крепким караулом, его отвезли из Лиозна в Витебск, а оттуда на почтовой карете отправили в Петербург. На время следствия его поместили в каземат Петропавловской крепости. Допросы проходили в тайной канцелярии. На них присутствовали сенаторы и другие сановники высокого ранга. Раби Шнеура Залмана обвиняли в нелегальном переправлении денег в Турцию. Ведь Эрец-Исраэль была частью Османской империи, находящейся во враждебных отношениях с Россией. Его также подозревали в шпионаже в пользу Наполеона. Тем временем хасидам удалось собрать крупную сумму денег, около 60 тысяч рублей. С этой суммой их ходатаи поспешили в Петербург. Вскоре следствие было свернуто. Император Павел I повелел освободить раби Шнеура Залмана и других арестованных хасидов, сохранив за ними, однако, строгое наблюдение. 2 года спустя
В месяце Кислев 1801 года вследствие нового доноса, поступившего от противников хасидизма, Раби Шнеур Залман был вторично арестован и привезен в Петербург на допросы в тайную канцелярию. В письменном ответе следователям он заявил: «Помощь мне может прийти только от государя. Он поймет, что я невиновен, и освободит меня из темницы». И действительно, весной 1801 года произошел государственный переворот. Новый император Александр I упразднил тайную канцелярию, все ее дела были пересмотрены, и Раби Шнеур Залман окончательно освобожден. Летом 1812 года, когда армии Наполеона переправились через Неман и без боя вошли в Вильно, Раби Шнеур Залман решительно высказался за победу России. Когда французы подошли к Лядам, 60-летний Альтер Ребе отправился со своей семьей вслед за отступающей русской армией. «Мы претерпели много страданий от холода и недостатка провизии», вспоминал его сын Раби Довбер. «В селах нас всюду встречали насмешками и бранью. Испытания и горести изнурили отца. Проболев 5 дней, он скончался на исходе шаббата, в 24-й день месяца Тевет. Его останки мы отвезли в город Гадяч Полтавской губернии и там предали земле». В дополнение, краткая справка из Википедии, в которой четко обозначено место смерти Альтер Ребе. Село Пены, Беловская волость, Суджанский уезд, Курская губерния. По примеру авторов видео «Курск. Возмездие» я решил только предоставить информацию к размышлению, а выводы предлагаю вам сделать самим. Подчеркну лишь, что именно Суджанский район Курской области, сакральное место для Хабада, принял на себя главный удар. И теперь эта земля, пропитавшись русской и украинской кровью, превратилась в место массового жертвоприношения. А теперь пора прояснить истинные причины поддержки Шнеуром Залманом российской стороны в войне с Наполеоном. Это важно, поскольку его русская патриотическая позиция выпячивается в каждом хаббатском источнике. Это важно еще и потому, что глубинная подоплека поведения Альтер Ребе четко проецируется на нынешние российские реалии. Ну и самое главное, эта историческая ретроспектива способствует расшифровке понятия возмездия в контексте, заданном Курском. На этот раз информацию к размышлению вам предоставит хаббатский раввин Михаил Финкель. Слушайте внимательно, анализируйте и сами делайте выводы. Первый ребе династии Хаббат, Раби Шнеур Залман из местечка Ляды, по фамилии Борухович, автор Шулхан Оруха, книг Ликутей Тора, Тора Ор, книги Тания. Великий хасидский ребе, если он был таким ярым противником Наполеона, как же я могу хвалить Наполеона? Давайте расскажем следующее. О том, что Наполеон сделал для евреев очень много хорошего, мы знаем. О том, что Наполеон принес евреям эмансипацию и равноправие, мы знаем. О том, что в кодексе Наполеона было прописано, что граждане иудейского вероисповедания ничем не будут отличаться от граждан христианского вероисповедания, мы тоже знаем. Мы знаем его обещание воссоздать Израиль со столицей в Иерусалиме и его слова о том, что он даже хочет построить снова третий храм. Мы знаем о том, что в Париже он создал Великий Синодрион. Мы знаем о том, что он очень многое для евреев сделал, как никто другой в его время. Поэтому как на Наполеона смотрели великие лидеры еврейского народа, духовные лидеры прежде всего? Ну, тут нужно вообразить такие две чаши весов
и на одной из чаш весов поставить таких великих людей, как раби Нахман из Браслова. Это был правнук Баал Шем Това, величайший хасидский рэбе, величайший праведник. Это раби Мендел из Риманова, это раби Нафтали из Ропшицы. Все эти и многие другие хасидские рэбе, это раби Исроэл, опять-таки, Хопштейн, Магид из Кожницы, они все были за Наполеона. Они все говорили, что Наполеон – это самый лучший лидер, который был послан Богом еврейскому народу после почти 2000-летнего изгнания, унижения, присмыкания среди других народов. Это человек, который дал нам свободу, равноправие, гражданские права, и что мы теперь под его защитой можем свободно жить и не быть гражданами второго сорта, в отличие от тех стран, которые воюют с Наполеоном. И если мы поставим на вторую чашу весов человека, который был против Наполеона, то это Алтер Ребе. Теперь давайте разбираться, почему же первый ребе Хаббада был против Наполеона и что за этим всем стояло. Вопрос был не на жизнь, а на смерть. 1806 год. Российская православная церковь, Святейший Синод, издает манифест против Наполеона. Наполеоном там он называется неистовым врагом мира и благословенной тишины, обвинен в ужасных дерзостях и объявлен лжемессией. Но самое большое обвинение следующее. Это обвинение антисемитского характера. Цитата. «В Египте приобщился он, Наполеон, к гонителям Церкви Христовой. Наконец, к вящему посрамлению он и создал во Франции иудейские синагоги. Повелел явно воздавать раввинам их почести и установил новый великий Сангедрин еврейский, сей самый богопротивный собор, который некогда дерзнул осудить на распятие Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Синод отметил и другие непростительные злодеяния Бонапарта. Цитата. «И теперь помышляет он соединить иудеев гневом Божиим, рассыпанным по всему лицу земли, и устроить их на испровержение Церкви Христовой и на провозглашение лжемессии в лице Наполеона». Вот такой была российская православная церковь тогда. Теперь мы можем посмотреть различные книги мемуаристов, которые оставили свои замечательные воспоминания о том, как война велась и как себя вела по отношению к евреям российская армия. Многих евреев, которые жили на приграничных районах, на польских землях, рядом с ними, Смоленская там губерния, другие многие районы, где бы то ни было, во всех приграничных территориях евреев насильно российская армия выселяла из их домов и убирала вон. Потому что считалось, что евреи – это враги, которые сразу всенепременно встанут на сторону Наполеона, как только там появятся войска французские, потому что Наполеон – защитник евреев. Вот у нас картина. Царь Александр I, антисемит, церковь с ее антисемитским подходом и очень юдофобскими настроениями. И если мы посмотрим на этот манифест церковный, то мы увидим, что все обвинения Наполеону – это в его юдофильстве, что он к евреям хорошо относится. Дальше. Сам Алтер Ребе сел в тюрьму. 53 дня был между жизнью и смертью. Грозила ему высшая смертная казнь, высший приговор. Чудом выжил. И вот что у нас после этого происходит. А после этого у нас происходит то, что этот же самый человек Алтер Ребе становится величайшим патриотом вот этой страны, царской России, этого монарха Александра I и вот этой всей ситуации, которая там была, антисемитской ситуации, подогреваемой церковью. И вот за эту страну Алтер Ребе так сильно говорит и проклинает Наполеона, и говорит, что Наполеон такой плохой, и что Наполеон это страшно, это самая большая нечистота, и так далее, и так далее, и так далее, и входит в такую коллизию со всеми другими великими раввинами еврейского мира, ортодоксальными, которые были за Наполеона, которые видели в Наполеоне спасение.
Как же все это понять? В 95 году я учился в Америке, в Ешиве, в городе Морристауне в Нью-Джерси. Официальное название нашей ешивы было Rabbinical College of America, то есть раввинистический колледж Америки. Ортодоксальная любавическая ешива. У нас был великий, прекрасный глава ешивы, мир его душе. Его звали Раби Довид Вихнин, благословенной памяти. Он общался со мной, и мы с ним говорили, я ему задал этот вопрос. Он улыбнулся и сказал мне, ну ты же понимаешь, вот человек, который вышел из тюрьмы, которому был смертный приговор вынесен, которого обвинили в том, что он турецкий шпион, работает на турецкое правительство. Человек, чей хасидизм, чей хасидский двор должен был быть уже уничтожен правительством царской России. Человек, который прекрасно понимал, что из себя представляет и царь, и вся структура антисемитская царской России того времени. Неужели он мне сказал, ты думаешь, что он на самом деле стал вот таким патриотом этого режима и не понимал, что из себя представляет царский режим, и не понимал, что из себя представляет режим Наполеона. Но он вынужден был это говорить, чтобы снова не быть обвиненным в измене Родине, чтобы не быть убитым снова, и чтобы его хасиды не были подставлены им, его словами и его поведением под топор страшной и жестокой машины царской карательной системы. Поэтому, конечно же, Алтер Ребе все понимал, но вынужден был вести такую игру. Потому что была большая вероятность, что Россия победит, а если она победит, то она очень сильно отомстит всем тем, кто был на стороне Наполеона. Поэтому он вел такую политику. Подводя итоговую черту под ретроспективой, связанной с Алтер Ребе, основоположником Хабада и разработчиком хабадских правил глубинной игры в условиях вражеского окружения, я хочу предоставить вашему вниманию фрагмент из моего выпуска 15-летней давности «Череп и кости еврейского фашизма». Тогда вот эти вещи, знаковые для Хабада, могли быть приобретены. И вот эта миссия была возложена действительно на меня Любавическим Ребе. Так вот, в материалах по Шнейр Залману, это, опять же, я показывал из интернета, рассказываются трогательные притчи и сказки о том, что это единственный портрет. Не буду сейчас рассказывать. Там все это, как этот портрет через 50 лет каким-то образом из ниоткуда возник, потому что был в момент заключения нарисован. Ну, это уже не столь все важно. Не буду сейчас пересказывать историю вообще лидера этого движения, потому что он автор Тани, он автор вот этого фашизма, который возник за 200 лет до нацизма германского. Я эту миссию выполнил. Любавического Ребе. Надо мной висит карта. Это карта Генштаба. Вот здесь написано 812 год. Наступление французской армии на Москву. Все это отмечено. Это из его архива. Так вот, очень важно было вот такую раритетную туру. Это из архивов все тех же. Вы можете заполучить любыми. Вот как раз я сейчас так аккуратненько сниму, и будет понятно, что столь маленькая, если синодальные они метровые, а вот такая, написано вот так каллиграфически, все, это раритетные вещи. Это было очень важно. Но самое главное, самое основное, стояла задача. Вот этот череп первого фашиста, Шнейр Залман, который в этой коллекции находился, необходимо было заполучить. И вот эти вещи оказались теперь в коллекции города Ходеса. А теперь финал истории. Теперь я вам продемонстрирую. Вот этот череп. Вы его уже видели. Я просто здесь убрал эту нижнюю часть ткани. Теперь я, с вашего позволения, очень аккуратно.
И хочу параллельно продемонстрировать, вы увидите на фотографии, вот такую свечу. Ритуальная свеча. Смотрите. Тоже 3 шестерки. Вот для минор. Посмотрите, вот здесь берутся 3 свечи, длинные такие, складываются, они тонкие. Вот одна идет, а вокруг вот эти 2 в косичку заплетаются. И заканчивается 6 вот такими фитилями. 6. 3 и шестерка. Это я к шестеркам. Почему я так тщательно показывал эти шестерки? И я вот это очищение огнем, ритуал, в обратную сторону хабатникам посылаю. Объясню, что пепел будет захоронен, и никогда они, даже этого места, я его развею, поют. Они не узнают, где я его развеял. И хотел бы еще обозначить такой момент. Вот это действие абсолютно встречное для хаббата. Вы поняли, пульс Аденура. Вот они любят это. Здесь кто-то может упрекнуть, ну вот не по-христиански, око за око, зуб за зуб. Вам приходится сражаться с антихристом. С антихристом. И вы поймите, что главы массы правительств под ними находятся. И когда, я хочу напомнить, когда говорят о том, что люди не посвящены, естественно, не посвящены. Но здесь же сам Бог велел, они же отсюда вышли. Если в Америке недопонимают или где-нибудь в Аргентине, но здесь обязаны, особенно священники, обязаны это все понимать. Поэтому, с вашего позволения, мы сейчас зажжем сразу же всю эту шестерку. И хочу сказать, что я считаю уместным посмотреть все это действие под реквием Моцарта. Напомню, это был мой завершающий удар огнем по сакральным символам Хаббата. До этого я публично сжег $2 с портретами 7-го и последнего любавического рэбе, которыми он же меня и благословил. Затем горела черная хаббатская шляпа. Ну и, наконец, финальный костер из черепа основоположника современного иудео-нацизма, на базе которого было создано глубинное государство и сформирован глубинный народ, растекшийся гноем по всей земле. Уверен, что разожженные мной сакральные костры, как партизанские знаки, неизбежно привлекут внимание человечества к очагам распространения гнойной инфекции, поразившей весь мир и обрекшей его на верную гибель. Способ противодействия этому гною один. Его четко и ясно обозначил Аптиал Аудинов, такой же настоящий русский генерал, каким был Лев Рохлин. Послушайте его обращение. В мире происходят события, которые действительно становятся очень тяжелым грузом. И когда ты начинаешь это все изучать и смотреть на все это через Священное Писание, ты понимаешь, что мы находимся очень близко к тем событиям, которые были изложены в большей части Священных Писаний. И это, конечно, тебе дает четкую уверенность, что мы находимся на священной войне, что мы находимся на правильной стороне, что Россия как раз и есть та страна, которая противостоит войску Даджаля, Антихриста.
И получается, что мы очень близки к тому периоду, когда близко пришествие Иса, алейхиссалам, Иисуса. И в свете этих событий, то, что происходит сегодня на Востоке, тоже является очень удручающим фактом. Мы с вами видим, как сионистский, фашистский, сатанинский Израиль убивает десятками тысяч людей, абсолютно не разбирается ни в государствах, ни в границах, ни в территориях. Абсолютно спокойно убивают жителей других государств. Никто за это их не осуждает. Ни Америка, ни ООН, никто абсолютно. Потому что они все заодно. Им без разницы, сколько погибнет мусульман, христиан. Это для них не имеет значения, потому что для сатанистов мы все являемся врагами. И вот в этом свете, конечно, смотрю, как в Ливане получается, просто взорвав пейджеры, телефоны, другое, убили более, ранили, получается в общей сложности более 4000 человек, убили десятки человек, среди них есть женщины, дети, старики, там, все категории. Опять же, ООН, все молчат, все, тишина, спокойно, все красиво. Потом взяли, убили все руководство. Получается, сегодня уже Хамас, Хезболла. Может быть, кто-то мог бы сказать, что где-то они совершили какой-то там террористический акт. Но если посмотреть на то, что сегодня происходит и что творит Израиль, это получается, что весь арабский мир, оказывается, был в Хезболле и в Хамасе. Потому что все молчат, все тихо, молча сидят. И вот в этом свете, конечно, очень удручающий факт. То, что мусульмане сегодня сидят и молчат, поделившись на разные лагеря. Кто-то говорит, что эти сунниты, те шииты, те такие, те сякие. Вот я все это время призывал к тому, чтобы объединились мусульмане и христиане. Я все время призывал к этому, потому что все равно рано или поздно к этому должны были прийти, и мы к этому, иншаллах, придем. Но в этом же свете хочу сказать всем своим братьям, мусульманам, без значения, без деления на шиитов, на суннитов, на кого бы то ни было еще. Братья, неужели вы и теперь не проснетесь? Неужели вы не осознаете, что мы искусственно поделены? Мы искусственно поделены для того, чтобы мы не были едины перед войском антихриста Даджаля. Неужели вы и теперь это не осознаете? Не являются для нас врагами, для мусульман, суннитов, шииты не являются врагами. Мы все ходим под одним Богом. И мы все говорим «Ла иляха илlallah Мухаммад Расулуллах». И кто из нас как молится, что он делает там, каким образом он там задергивает палец или куда он заглянул, это не имеет значения. Сегодня мир поделился на два лагеря. Есть сатанисты, войско Даджаля, антихриста, которое нам противостоит. И есть тот состав войска, которое будет собрано имамом Махди, и которое войдет в этом составе войска Иса, алейхиссалам, Иисуса. Неужели вы и сейчас не проснетесь и не оставите те распри, которые есть между нами? Неужели мы и теперь не придем к нашему объединению? Без зазрения совести израильское фашистское государство, сатанистское государство убивает десятками тысяч наших братьев и сестер. А мы до сих пор сидим и тихо молчим. И одни понты, вот там вышли где-то, покричали, провели митинг. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, что мы сейчас сделаем? И тишина. Вопрос, до каких пор вы будете вот так молчать?
Дорогие братья и сестры, до каких пор? Почему вы не можете там объединиться и жестко поставить на свое место это фашистское государство? Я вам скажу, потому что вы все боитесь того, чтобы у вас не отобрали ваш кусок хлеба, ваши деньги, которые находятся в европейских, американских банках. Оставьте это все, отодвиньте в сторону. Завтра вы все будете нести ответственность перед Всевышним за то, что вы молчали сегодня. За то, что вы дали нашему общему врагу, сионистам, убить десятки тысяч мусульман. Неужели вы это и сегодня не видите? Неужели это не является для вас поводом для того, чтобы вы объединились? Проснитесь. Вы будете завтра отвечать перед Всевышним за то, что вы сегодня просто даже молчали. И если мы объединимся, нету такой силы, которая бы нам могла противостоять. Ни одно сионистское государство, ни Америка, ни Европа не могут нам причинить никакого вреда. Да, нам придется сражаться. Да, части из нас придется погибнуть на священном пути. И мы попадем, иншаллах, в рай. Неужели для верующего человека попасть в рай не является главной задачей? Неужели деньги, которые находятся в американских и европейских банках, являются главным вашим достижением и достоянием? Сможете ли вы это все забрать завтра с собой, когда умрете в могилу? Нет, вы не заберете это с собой. Так я и задаю вопрос. Наступило ли нам время объединения? Мы должны объединиться между собой. Когда мы объединимся между собой, объединимся с нашими братьями-христианами, которые тоже находятся на том же священном пути, на котором и мы с вами. Это в первую очередь Россия. Когда мы встанем одной стеной, одной силой, которая готова сражаться на пути Всевышнего, мы победим, потому что во главе нас будет тот предводитель, который нам ниспослан Всевышним. И тогда мы сумеем победить этого врага. Вы же все в той или иной мере читали, слышали в Писаниях про эти дни. Посмотрите хорошенько. Нету никакой ошибки, нету тут заблуждения. Это и есть нынешние времена. Это о сегодняшнем не говорится во всех священных писаниях, во всех хадисах, изречениях пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Это о сегодняшних днях идет речь. Дорогие братья, сестры, сегодня мир встал перед выбором. Либо мы все должны пасть для того, чтобы победило войско Даджаля, Антихриста, и наши с вами оставшиеся дети и потомки будут такими же сатанистами и такими же людьми, которые будут идти против Бога. Либо мы все должны встать в один строй, и мусульмане, и христиане, и иудеи, которые против этих сионистов, фашистов. Их много. И представители других конфессий и религий. Мы все должны встать в один строй и победить это войско Антихриста Даджаля. Иншаллах, так и будет. Потому что во всех священных писаниях об этом сказано. Так давайте же проснемся. Всем представителям арабского мира, проснитесь. Это время наступило. Если сегодня вы не проснетесь, завтра проснутся в ваших странах те, кто сделает все для того, чтобы вас тоже не было. Вы должны это осознать. Либо вы идете с войском, которое будет завтра стоять за имамом Махди, а потом за Иисусом, Исой, алейхиссалам. Либо вы окажетесь в войске врага, за что вас покарает Всевышний Аллах. Вот оно мое обращение ко всем тем, кто еще остается с Богом. Я вас всех призываю к тому, чтобы мы
объединились и дали отпор нашему общему врагу. После этих слов, под каждым из которых я готов подписаться, мне остается обратиться к Апти Алаудинову. Берегите себя, генерал. Я искренне желаю, чтобы вы избежали трагической судьбы генерала Рохлина. И еще пронзительные слова Апти Алаудинова, обращенные к его мусульманским братьям и сестрам, я хочу переадресовать моим православным русским и украинским братьям и сестрам. Нас искусственно разделили. Еще одно ретроспективное видео ярко проиллюстрирует это утверждение. Посмотрите краткий фрагмент из программы Оксаны Кравцовой на канале «Своя среди своих», в котором показан Харьков 1992 года. Вот эта линия по Сумской, она теперь разделяет наш город на две части, чтобы вы знали. Вот эта часть остается России решением правительства, а вот та часть, она остается Украине. Ну, я думаю, что это очередная шутка. Нет, ну вот где вы остаетесь? Шутка. Вы здесь остаетесь? Я здесь остаюсь. Где, в России, да? Да, в России. То есть вы не патриот? Я в Союзе остаюсь. Вот ваш выбор, вот сейчас вы должны сделать выбор. Вы стоите вот на линии, на границе, вот представьте себе. Ваш выбор. А что выбирать? Что выбирать? Россию или Украину? Вот здесь Украина, там Россия. Я за то, чтобы все вместе было. Ну, Россия как с все? Украиной. А как это можно так? Как раньше было. Как? Ты что, за прежние времена, что ли? Ну, почему за прежние? Просто, чтобы все вместе были, как раньше дружили. Ну, попробуйте слить все растворители в одну посуду, а потом их разделить. Получится у вас или нет? Я не знаю. Вот я думаю, что нет. Так что вы имеете в виду? Я имею в виду, что деление – это искусственно созданный процесс. Ну вот сейчас здесь Россия, вы мне верите? А вот там Украина. Вот Я выбираю Россию. Россию, да? Хорошо. Спасибо. А закончить российско-украинские хроники и ретроспективы я хочу финальной песней одного из своих прошлых выпусков. И очень надеюсь, что она обозначит совместную русско-украинскую перспективу. С Божьей помощью. Аминь. Сегодня в Киеве мой брат, а я в Ростове. Мы говорим с ним и на русском, и на мове. В глазах у мамы было столько горя, и мы накажем тех, кто нас поссорил. У них есть доллары и власть, у них есть НАТО. У нас есть русское простое слово «надо». И наши женщины в любую непогоду готовые идти за нас в огонь и в воду. Не говорите, кто мой враг, скажите, где он. Когда мы встанем над землей, качнется небо, и наша стая эти вольные знамена взметнет, когда пойдут в атаку батальоны. Не говорите, кто мой враг, скажите, где он. Когда мы встанем над землей, качнется небо, и наша стая эти вольные знамена взметнет, когда пойдут в атаку батальоны. Сегодня сложно, города лежат в руинах, но наши братья разгибают свои спины. Давайте выпьем за победу над Рейхстагом, за бабку, что пошла на бой с советским флагом. До встречи в следующем выпуске. Глубинный народ или гной земли. Часть 3. А главное,